Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Это видео полезное, как обычно, для тех трейдеров, кто хочет научиться торговать по тренду и знать, когда коррекция закончится. Как раз отвечая на вопрос моего подписчика, как найти точку окончания коррекции. Вот представьте, рынок пошел наверх, и вот пошла коррекция, вы ждете, вы хотите купить подешевле, потому что цена взлетела, здесь уже дорого покупать, вы ждете коррекцию, где она становится? Здесь. Как выглядит вход на коррекцию? Я покажу старый, добрый свой метод, который я использовал много лет, когда торговал еще руками. Сейчас я этого не делаю, сейчас все делают мои алгоритмы. Они находят лучшую точку входа по тренду, лучшую точку входа на разворот. Вы можете получить алгоритмы под этим видео, но сейчас мы говорим, как это делать, если у вас нет ничего, кроме вот такого чистого графика, как у меня. Это график Dow Jones, но может быть любой другой график, нефть, вот евро мы видим, может быть акция, фьючерс, валюта, крипта, вообще не важно, трейдеры. Давайте разберем. Вот нам нужно найти точку окончания коррекции. Точку окончания коррекции мы можем найти в том случае, когда уже на рынке есть тренд. Это очень важно. То есть правило первое. Найди сначала тренд. Идентифицируй тренд. И вот тут вопрос, как мы определяем тренд. Вариантов определения тренда сотни. Самый простой способ – это трейдеры смотрят на текущий таймфрейм. В данном случае мы берем минутный график. Его максимально сужают. Вот у меня дата с 13 октября. И 16 сегодня, вчера-позавчера выходные, ну и, соответственно, сутки, двое максимум я получаю информацию о том, куда направлен рынок. Я могу сделать то же самое на старшем графике, то есть если вы торгуете на минутки, перейдите на 5 минут и посмотрите, куда направлен тренд. В правый верхний угол или в правый нижний, и это будет вашим приоритетным направлением для дальнейшей торговли. Также трейдеры используют скользящие средние. Обычно самая популярная 200, простая, причем скользящая средняя. Другие трейдеры предпочитают использовать трендовые линии, когда на графике выделяют, да, ближайшие максимум, минимумы, ну, скажем, вот таким образом, да, и у них получаются некоторые каналы, ну и, соответственно, если канал идет вверх, у нижней границы они покупают, канал идет вниз, у верхней границы они продают. Это тоже хороший способ. Но я всегда торговал, я не использовал практически никогда трендовые линии, у меня был небольшой период, я редко использовал скользящие средние, и больше всего я полагался на структуру рынка. То есть в первую очередь я определял зигзаг. Зигзаг. То есть есть стандартный индикатор зигзаг, можно брать, скажем так, руками рисовать. То есть если мы торгуем на минутке, мы переходим на 5 минут, на более старший таймфрейм и берем индикатор, бросаем на график, либо вручную. Вручную даже более полезно, более эффективно, и пошли вот так рисовать. Здесь мы не стараемся выделить какой-то вот точно, где вот куда вести, а вот здесь вроде пошли, ну вот, например, тут, вроде тут можно сюда вести. Это не принципиально совершенно. Но что мы хотим? Мы хотим определить пробои предыдущих уровней. В данном случае мы можем обнаружить вот здесь предыдущую структуру. Я извиняюсь за такое кривое немножко рисование. Вот эту предыдущую структуру. То есть вот прямо сейчас, прямо в реальном времени у нас ситуация. Да? Вот у нас предыдущая структура, которую мы пробили, так называемая зона сопротивления, и мы ожидаем к ней коррекцию. То есть правило первое, если ты хочешь находить точку завершения коррекции по тренду, то в первую очередь это место, где есть предыдущий уровень. То есть правило первое, слева есть предыдущий уровень. Он может быть уровнем сопротивления, он может быть уровнем поддержки, то есть структура. В данном случае вот это, где находится цена, сейчас она на поддержке, но в прошлом это было сопротивление, потому что здесь мы только вот пробили совсем недавно. Давайте сделаем поближе и прям детализированно посмотрим. Скажем, это я все делал на старшем, на 5 минутке, да? Вот я нашел уровень, у меня есть 1, 2, 3, мы с вами про уровни когда говорили, я рассказывал, как определить хороший уровень, ссылка будет вот здесь в правом верхнем углу, посмотрите, суперское видео, там буквально за минуту вы научитесь определять уровни. Вот я перешел на 5 минут, вот я нашел, куда идет рынок, потому что если рынок делает новый максимум, цена идет вверх, новый минимум, цена идет вниз, здесь мы определенно идем в правый верхний угол и делаем новый максимум, да или нет? 100% да. Ставим лайк, если полезно вам. Затем я перехожу на свой младший таймфрейм, на минутный уже график.
переходим на младший таймфрейм, и здесь мы дожидаемся свечного паттерна, потому что, например, вот эта коррекция, она может улететь вообще туда обратно вниз. То есть что здесь должно произойти вот в этой зоне поддержки, которую я определил со старшего графика и определил, что тренд вверх, потому что цена обновляет максимум, то есть пики растут, низы растут, базовая, да, формула. То есть, что здесь должно быть, какой price action свечной паттерн, чтобы войти. Их огромное множество свечных паттернов. Кто-то использует так называемый power bar. Power bar – это мощный бар, который появляется вот на этой поддержке. Это не что иное, как большой зеленый бар, большая зеленая свеча, которая имеет полностью закрытое, скажем так, тело. Что это значит? Это значит, что она выглядит вот так практически. Вот так. Вот так. То есть, видите, у него нет хвостов, да, сверху, то есть закрытие на самом максимуме. Соответственно, если такая свеча здесь появляется, это вход в рынок. Кто-то использует различные комбинации там, поглощения, кто-то использует какие-то пин-бары. То есть здесь вам нужно увидеть price action сигнал, то есть свечную комбинацию, то есть определенное поведение цены в этой зоне, которая будет указывать на бай, сразу покупать не стоит. То есть с руки, если будете брать, это не лучшая идея. То есть вам нужно дождаться подтверждения и затем открыть сделку, если это подтверждение будет. То есть вам нужна объективная информация. Уровни вы определили, это объективно, вы его видите, но вам еще важно увидеть поведение других участников в этой зоне. Да, поэтому здесь уже нужно провести свое исследование. Я вам говорю, вы можете взять базовые элементарные паттерны, которые, скажем так, да, фигурируют в интернете, и попробовать вокруг них создать свою рутину, но надо исследовать, то есть вам надо их протестировать так просто от балды. Ну вот кто-то сказал там, да, что этот паттерн хороший, и бери его, используй. Очень хорошее пособие для этих price action, по price action паттернам, по реальному, да, такому исследованию. Булковский автор, потрясающий, там целый трактат, наверное, о паттернах с исследованиями, со статистикой, все, вы можете это посмотреть, у него даже сайт есть, и там все расписано. Можно прочитать, книжку можно купить, посмотреть, что там, да, энциклопедия графических паттернов, по-моему, называется. Я в свое время тоже смотрел. Я использую свои наработки, свои наблюдения. И, ну, опять же таки, вы можете взять, безусловно, то, что есть в открытом доступе. Понятно, да? Соответственно, видим, бум, отработали коррекцию. Еще один важный момент по поводу коррекции. Вот я вернулся на старший график, на 5-минутный таймфрейм. Очень часто трейдеры ассоциируют хорошую коррекцию с Фибоначчи, то есть уровни коррекции Фибоначчи. То есть не просто так называется коррекция Фибоначчи, соответственно, мы подразумеваем, что мы используем на коррекциях. А что здесь важно? Давайте тоже остановимся. Вот смотрите, мы продолжим этот пример разбирать. Вот мы определили, у нас рынок идет вверх. Почему? Ну, потому что мы обновляем предыдущий максимум, новый максимум, более высокий минимум. Тренд какой? Восходящий. Сомнений нет. Мы и на минутке вверх идем, и на 5 минутке преимущественно идем вверх, вот на этом локальном отрезке. Да. Преимущественно цена идет вверх. Отлично. Мы определили вот эти предыдущие структуры, да, зону здесь и вот самое ближайшее по отношению к текущей цене здесь. Еще дам вам одну такую фишку по поводу уровня, я уже об этом говорил. Вот чтобы ваш уровень был реально надежный, или, скажем так, вероятность того, что он отработает на коррекции, была выше, я рекомендую, чтобы там было 2 точки касания. Вот, например, как здесь у нас очень хороший, такой удачный пример в реальном времени. Еще раз, это не подготовленное видео, там у меня даже нет шаблона, что вам рассказывать. Я просто вспомнил, что был такой комментарий и решил записать это видео. Так вот, 2 точки касания – это очень хорошо. То есть, когда вы нашли уровень, рисуя зигзаг, вот, а вы обнаружили его, и вот если там дважды коснулись, то он при пробое этого уровня и возврате к нему, он будет более надежным и более вероятно, что цена пойдет в вашу сторону. Угу. Понятно. Теперь по поводу коррекции Фибоначчи. Коррекция обычно это что? Мы берем 38,2, 61,8, 50 есть значение Фибоначчи. То есть это стандартный инструмент, который так и называется, да, рисование коррекции Фибоначчи. Есть еще расширение, но нас интересует в этом случае коррекции. То есть берется последняя импульсная волна, ну вот она, вот это, да, движение, которое обновило предыдущий максимум. И трейдеры смотрят 38%, 61,8%, есть еще популярно 78%. То есть вот эти значения
интересны для трейдеров. Таким образом, мы берем самый минимум, самый максимум, растягиваем сетку, но мы растягиваем сетку когда? Когда уже коррекция пошла. Ну, то есть вот у вас движение, да, вот она пошла, и ты берешь Фибоначчи и пошел растягивать. Растянул, и вот у тебя где-то здесь будет 38,2, здесь у тебя будет 61,8. Ну и, соответственно, ты смотришь налево, чтобы это совпало с уровнем. Если это совпадает с уровнем, ты получаешь плюс еще плюс к карме, да, плюс одно подтверждение. Таким образом, ты имеешь структуру, раз, ты имеешь Фибоначчи уровень, например, 38,2 или 61,8, смотря кто совпадает, да, потому что может, например, движение быть вот это дальше, туда, вот туда, вот. Туда. И, соответственно, здесь уже будет 61,8, а не 38,2, как сейчас. Да? И затем третьим условием будет паттерн, price action, о чем я говорил до этого. Это все такие достаточно простые инструменты. Итого уровень, Фибоначчи, паттерн. Можно убрать Фибоначчи, тут уже зависит от того, насколько вы нашли этот инструмент для себя эффективным и полезным. Я надеюсь, это видео для вас было полезным. Если вы хотите, скажем так, получить мои алгоритмы, все вы найдете под этим видео. 3 варианта вы можете получить на месяц, на год, либо вообще без ограничений по времени пользоваться всем тем, что я использую сейчас каждый день в своей торговле, и это помогает мне торговать не только более прибыльно, но и торговать меньше по времени, то есть не целый день пялиться в монитор, там выискивать возможности, бегать за рынком, а когда ты отторговал, скажем, 1,5-2 часа, и все остальное время у тебя свободно, да, и ты можешь планировать день, то есть это такой уже, как говорят, лайфстайл, да, больше. То есть ты и работаешь, и остальное время посвящаешь, возможно, другой работе, бизнесу, каким-то хобби, увлечениям и так далее. Вот если вы разделяете такие ценности, то добро пожаловать. Ссылка под видео. Увидимся. Пока-пока.